конце XVI века, после смерти Ивана Грозного, российское государство оказалось на распутье. Деспотизм и беззаконие предшествующих десятилетий затормозили развитие страны. Казалось, среди царедворцев, оставшихся у опустевшего трона, столько лет выживавших в атмосфере жестокости и подозрительности, не было никого, кто смог бы взять бразды правления и повернуть страну к нравственному обновлению и хозяйственному благополучию. Но такой человек все же нашелся. Им стал Борис Федорович Годунов. Тот самый Годунов, которого многие продолжают считать безнравственным властолюбцем, узурпатором, погубившим в жадном стремлении к трону безвинного царевича. Историческая правда о Годунове находится в вопиющем противоречии с расхожим представлением о нем, внедренным в народное сознание в последующие века. Под влиянием этого заблуждения находились и Пушкин, написавший гениальную трагедию «Борис Годунов», и Мусорский, воплотивший тот же сюжет в своей великой опере, и многие другие, кто тиражировал кровавый образ российского царя Ирода. Хотя уже во времена Пушкина звучали призывы восстановить историческую справедливость по отношению к Годунову. И автор истории государства российского Николай Михайлович Карамзин с горечью писал: «Что, если мы клевещем на сей пепел? И если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летопись бессмыслием или враждою?» Скромный склеп Бориса Годунова здесь, в Троице-Сергиевой лавре. Он не похож на величавые усыпальницы других российских монархов. Те, кто не смог расправиться с ним при жизни, хотя бы после смерти постарались оттеснить Годунова на задворки истории. Сюда его прах и прах его родных был перенесен после нескольких перезахоронений. Горько сознавать, что эта усыпальница – памятник человеческой несправедливости и неблагодарности. Так кем же он был, Борис Федорович Годунов, принявший царский скипетр в столь жестокий и тревожный век? Политические противники Бориса Годунова неустанно упрекали его в незнатности происхождения. Не может де столь низкородный муж претендовать на родоначалие новой царской династии. Вчерашний раб, татарин, пренебрежительно характеризует Годунова боярин Шуйский в пушкинской трагедии. Между тем Годуновы были одним из древнейших на Руси родов, и при этом отнюдь не стеснялись происхождения от Мурзы-Чета, татарского князя, ведь принадлежность к знатному роду была предметом особой гордости. Легенда гласит, что в первой половине XIV века Мурзе-Чету, ехавшему из Золотой Орды ко двору князя Ивана Калиты, явилась во сне Богородица со святыми Ипатием и Филиппом и повелела основать на том месте у слияния рек Волги и Костромы
монастырь. Пораженный этим явлением, Чет исполнил Вышнюю волю. Он крестился, приняв христианское имя Захария. Именно Захария первым упоминается в древнем синодике Ипатьевского монастыря, превратившегося усилиями многих поколений Годуновых в одну из крупнейших православных обителей. Здесь по сей день сохранилась родовая усыпальница Годуновых. Возвышение рода Годуновых во второй половине XVI века можно назвать стремительным. Смена элит, затеянная в те годы царем Иваном Грозным, представляла собой оттеснение от власти старомосковских бояр, которых Грозный маниакально подозревал в измене, и возвышение дворянства из опричных земель. Так был привлечен на государеву службу дядя Бориса Годунова Дмитрий Иванович. Вместе с ним в Москву переехали юный Борис и его сестра Ирина, оставшаяся к тому времени без отца. Дмитрий Иванович занимал высокую должность государева постельничего, и Борис с Ириной росли на глазах царя, по существу вместе с царскими детьми, которые были их сверстниками. Впоследствии Ирина Годунова стала женой сына Ивана Грозного Федора и взошла на российский престол как царица. Борис Годунов начал службу при дворе Ивана Грозного в неполные 16 лет. Благодаря протекции дяди он быстро продвигался по лестнице придворной иерархии, получив должность стряпчего в постельном приказе и иногда выступая в роли рынды, то есть оруженосца. То время ознаменовалось разгулом опричнины. При слове «опричник» мы представляем себе безжалостного исполнителя жестокой царской воли. Был ли опричником в таком понимании молодой Годунов? Нет. Должности, на которые он был поставлен, предполагали устройство царского быта, участие в военных походах и церемониях, но отнюдь не в кровавых расправах опричников. В то же время, безусловно, Борис не мог не видеть царившие повсеместно террор и беззаконие, как не мог ежеминутно не чувствовать висящий над ним самим дамоклов меч изменчивой царской воли. Тем поразительнее, что, невзирая на жестокую школу службы при дворе Грозного, Борис Годунов сумел сохранить человеколюбие и здравый смысл, и, взойдя на трон, не стал новым деспотом, как бы ни принуждали его к тому обстоятельства. Впрочем, до восшествия на трон Годунову предстояло пройти долгий и тернистый путь. В последние годы правления Ивана Грозного Годунов вошел в круг приближенных царя. Более того, был поставлен царским кравчим, то есть человеком, отвечающим за царскую трапезу, что было, несомненно, проявлением высшего доверия со стороны подозрительного самодержца. Скоропостижная смерть царя за шахматной партией вызвала немало подозрений. По свидетельству очевидцев, рядом с Грозным в этот момент находился Годунов. И будь у придворных бояр хотя бы одна зацепка, позволяющая обвинить Годунова, они бы непременно ею воспользовались. Но такой зацепки не было. Воцарение сына Ивана Грозного Федора Иоановича укрепило позиции Годуновых при дворе и открыло перед ними новые перспективы. В последующие 14 лет Годунов был регентом при Федоре Иоановиче, неизменно пользуясь его доверием и укрепляя свой авторитет во властных кругах. Федор царствует, Борис управляет. Так характеризовали этот период современники. В те годы обозначились политические и нравственные приоритеты Годунова, на которых он впоследствии построит свое монаршее служение. Жестокий произвол, царивший со времен опричнины, был
остановлен. Не менее важной была деятельность Годунова и в сфере внешней политики. Стране нужен был мир, и Годунов взял на себя роль министра иностранных дел. Сам вел переговоры с иноземными послами и сопредельными монархами. Благодаря Годунову правление Федора Иоановича ознаменовалось укреплением международного авторитета российской державы. А сам Годунов приобрел в глазах европейцев репутацию реалистичного и доброжелательного властителя. Английский посланник Джером Горсей писал в те годы, что Годунов поддерживал свой авторитет умелым поведением, так как был вежлив, приветлив, проявлял любовь как к князьям и боярству, так и к людям всех других сословий. В 1589 году усилиями Годунова был сделан шаг, значимость которого мы ощущаем до сих пор. В Москве был утвержден патриарший престол. В грамотах Вселенского собора, подтверждающих основание патриаршества на Руси, Москва именовалась Третьим Римом, что символически указывало, куда перемещается центр православного христианства. С одной стороны, такова была историческая необходимость. Константинополь окончательно утратил свою роль мировой христианской столицы, склонившись под натиском турок-османов. С другой стороны, учреждение патриаршества играло неоценимую политическую роль. С появлением на Руси владыки, признанного всем христианским миром, укреплялся престиж государства, а сам Годунов приобретал в лице новоизбранного патриарха Иова авторитетного союзника. Восшествие патриарха на престол ознаменовалось богатыми дарами, такими как драгоценная панагия, преподнесенная владыке царствующей четой, а также кубок, подаренный Борисом Годуновым. Годунова всегда щедро жертвовали на церковь. Вклады делались во благоукрашение церквей и обителей по всей России. Среди даров Годуновых – Евангелие, богато украшенные напрестольные кресты, литургические приборы и церковные колокола, бывшие в то время самыми большими на Руси. В период регенства Годунова произошло трагическое событие, почти не повлиявшее на его доброе имя при жизни, зато многократно использованное, чтобы очернить Бориса Федоровича в последующие века. Смерть в Угличе сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, осталась практически незамеченной современниками. А вот сам Годунов со свойственной ему осторожностью и прозорливостью инициировал тщательное расследование. Руководил им по поручению Боярской думы глава судной палаты Василий Шуйский. Он был не просто независимой политической фигурой, но и давним соперником Годунова в борьбе за власть. Если бы нашлись малейшие улики, указывающие на причастность Годунова, Шуйский не преминул бы ими воспользоваться. Расследование велось по свежим следам. Гибель царевича произошла на улице средь бела дня. Рядом были десятки свидетелей. Подлинник отчета о расследовании дошел до наших дней. Шуйским был сделан однозначный вывод: царевич погиб случайно. Припадок эпилепсии, который он страдал с рождения, внезапно начался во время игры в ножички. Дмитрий упал на нож, который держал в руке, готовясь сделать бросок. Зачем Шуйскому через 20 лет было идти против им же установленной истины
и чернить память Бориса Годунова, обвиняя его в смерти царевича. По политическим мотивам прежде всего, чтобы противостоять притязаниям на престол самозванцев и доказать, что подлинный царевич Дмитрий погиб в Угличе. Для большей убедительности была организована его канонизация. Но святой не мог быть самоубийцей, даже нечаянным. И тогда была санкционирована версия о том, что царевича убили по зависти Бориса Годунова. Но историческая правда состоит в том, что смерть царевича Дмитрия была бессмысленной для Годунова, поскольку этот мальчик, рожденный от непризнанного церковью шестого брака Ивана Грозного, не считался претендентом на престол. Правда и в том, что Годунов стремился не погубить, а продлить угасающую династию Рюриковичей. И даже навлекая на себя гнев консервативных бояр и духовенства, приглашал в Москву иностранных врачей, чтобы те способствовали появлению законного наследника, сына царя Федора Иоановича и царицы Ирины. Но болезненный и слабый Федор Иоанович, прозванный в народе Блаженным, умер в январе 1598 года, так и не успев оставить наследника. Россия встала перед необходимостью воцарения нового монарха и основания новой династии. В этот момент Годунов сделал мудрый политический ход. Он демонстративно отстранился от борьбы за престол. Вслед за своей сестрой, царицей Ириной, он удалился в Новодевичий монастырь, в добровольное затворничество. А Ирина вскоре приняла монашеский постриг, подчеркивая тем самым свой отказ от любых властных притязаний. Сегодня расхожее мнение о Годунове заставляет считать его чуть ли не случайным человеком у власти. Между тем, не было в ту пору человека более достойного взять бразды государственного правления. Авторитет Годунова был заслуженно велик и в народе, и среди чиновного люда, и в войсках. Да и среди бояр большинство признавало его неоспоримые достоинства и политический вес. Состоялся Земский собор, на котором решалось, кому из возможных претендентов на престол оказать поддержку. Собор решил в пользу Годунова, присягнув ему на верность как новому монарху. Однако в течение полугода после этого Борис Годунов отказывался принять скипетр, несмотря на многолюдные шествия просителей разных сословий к Новодевичьему монастырю и даже на крестные ходы, возглавляемые самим патриархом. Почему же Годунов, человек, искренне заботящийся о судьбе страны и всей логикой своей жизни стремившийся к государственной власти, взял такую непонятную паузу в самый решительный момент? Сегодня мы можем оценить его действия как мудрые и прозорливые. Годунов хотел взойти на трон всенародно признанным монархом, обеспечив, как сказали бы сейчас, полную легитимность не только своего правления, но и воцарение новой династии. Сторонники Годунова стали собирать подписи под утвержденной грамотой, причем не только среди знати, но и среди служилых дворян, купечества и горожан. 3 сентября 1598 года Борис Годунов венчался на царство и стал первым избранным правителем российского государства. Причем сопутствовавший этому масштаб народного волеизъявления был абсолютно уникален для России того времени. Да и само венчание на царство было весьма необычным. Во время церемонии Борис Федорович произнес эмоциональную тронную речь, поклявшись последнюю рубашку отдать подданным и воскликнув: «Никто же уба будет в моем царстве нищ или беден». Менее 7 лет были отпущены Годунову для полновластного царствования. И хотя его созидательная деятельность
началась еще в период регенства, все равно исторический период для реформ, задуманных Годуновым, был крайне мал. По замыслу Годунова огромная страна должна была обрести границы, надежно охраняемые рубежи с мощными форпостами. Были заложены новые города – Царицын, Самара, Белгород, Оскол, Воронеж, Орел, Архангельск. Годунов приказал разведать кратчайший путь за Урал. Этот путь вскоре превратился в столбовую дорогу для русских промысловиков и земледельцев. Началось масштабное освоение Сибири, где также появились новые города. Началось обширное строительство. Воздвигались Казанский и Астраханский Кремли. В Москве появился Белый город, новое оборонительное кольцо столицы. Был сооружен первый водопровод. И даже колокольня Ивана Великого, знаменитая доминанта Кремля, была достроена и обрела свой нынешний облик в период царствования Годунова, о чем свидетельствует золотая надпись на ее верхнем ярусе. В период регенства и правления Годунова в России расцвели художественные ремесла, книгопечатание, на новую высоту поднялось церковное искусство. Несмотря на краткость этого периода, художественные достижения были столь значительны, что в истории искусства он именуется Годуновской эпохой. Заботясь о будущей элите, Годунов повелел отправлять боярских детей учиться в Европу, а своему сыну Федору дал блестящее образование и с юных лет привлекал его к государственным делам, готовив свои преемники. В планах Годунова было открытие Российского университета. В том, что созидательным реформам Годунова не суждено было развиться, видится огромная историческая несправедливость. В период смутного времени Россия вновь была отброшена назад. И лишь век спустя Петр I продолжил прокладывать обозначенный Годуновым путь государственного строительства. Царь Борис Федорович Годунов умер 13 апреля 1605 года от апоплексического удара, успев принять перед смертью монашескую схиму. Его жена, царица Мария, и сын, законный наследник престола царь Федор Борисович, были жестоко убиты через месяц сторонниками Лжедмитрия. Борис Годунов из тех правителей России, кто несет наиболее тяжкую ношу неправедного суда. Его место в российской истории должно быть совсем иным, рядом с самыми выдающимися монархами. Сегодня есть достаточно оснований, чтобы исправить эту несправедливость, вернуть Борису Федоровичу Годунову доброе имя и восстановить внушительный список его заслуг перед Отечеством.